Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. В этом месяце у меня не было видео, как вы знаете, о планах. Ну, планы так или иначе есть, потому что присутствует на канале и совместное раскрашивание, ну и, в принципе, любимые раскраски. Так что в целом у меня планы есть, я их просто не показывала. Ну и месяц в этот раз покороче, как вы понимаете. В общем, сейчас я решила достать волшебные истории «Заколдованный лес» Ханны Карлсон. Мне эта раскраска очень нравится, я вообще как бы люблю данного иллюстратора. Вот. Ну, а эта раскраска, мне кажется, вообще просто потрясающая. Я ее начала раскрашивать по порядку. Да, наверное, это видео будет как бы в поддержку Ханны. Я выкладывала, конечно, в Инстаграм фотографию, ну пусть и это будет видео тоже в поддержку. Безусловно, желаю Ханне выздоровления, чтобы все было хорошо, чтобы ничего там не подтвердилось. Вот, и чтобы она была здорова и радовала нас своими раскрасками, ну и так далее. Вот, я здесь раскрашивала по порядку, тут пропустила пока что и раскрашивала вот эти две иллюстрации. И я не знаю, в этом месяце, может быть, я еще затрону вот эти, потому что как бы планы у меня есть, но я немножко все равно в таком свободном режиме в этом месяце решила побыть. Вот. И мне хочется, знаете, вот очень хочется пораскрашивать вот эту иллюстрацию. Я просто обожаю все эти грибочки, и поэтому хотелось бы, наверное, раскрасить вот эту иллюстрацию. Ну, я так понимаю, что это все-таки не мухомор, хотя мне, конечно, больше нравятся всякие мухоморчики раскрашивать. Ну, они здесь тоже присутствуют, но, наверное, пусть это будет не мухомор, какой-нибудь другой гриб. Не знаю, правда, чем буду красить. Возможно, вот этот грибочек я раскрашу дервентами. Ну, а дальше посмотрим. Я не привязываюсь обычно к каким-то конкретным карандашам. Все под настроение. Я выбрала для себя вот такие карандаши. Это Derwent Drawing и Derwent Colorsoft. Дроинги у меня, сейчас я скажу, 5700 и 5550 номера. Colorsoft я взяла белый. Ну да, просто white. И 220 это Grey Lavender. Еще взяла Creta Color. А также серые карандаши у меня здесь лежат. Это Polychromos 234 номер. И также Невская палитра, не акварельный карандаш, номер 91. Просто у меня полихромоса есть и более светлый оттенок, но я его почему-то в своей коробке не могу найти. Видимо, он лежит в другом отделении, я его просто не заметила. Но это повод будет разобраться в творческом уголке, что мы обязательно сделаем. Ну что ж, давайте приступим. Наверное, ну, надеюсь, что я взяла то, что примерно себе представляю, карандаш. Я затачивать, в общем-то, не стала. Ну, не скажу, что прям это то, что я хотела, но, наверное, пусть будет, все равно это нечто сказочное. Вот. Так что буду закрашивать этим карандашом. Ну, дроинги, конечно, супер мягкие, они вообще прекрасны.
Я снимаю это видео в ночи, потому что вот пока там у меня пес истерил в связи со своей подружкой, вот, у меня совершенно расшатались нервы, и я не могла уснуть всю ночь, потому что до этого у меня был такой нормальный режим. Вот, а тут я не могла уснуть всю ночь, и еще стала пить то волосердин, то корвалол, чтобы совсем уж не нервничать, потому что, ну, он истерил 24/7. Ну и, соответственно, вот, сейчас сбился режим, я выпила димедрол, но только полтаблетки, и что-то я и пока еще, ну, менее часа даже прошло, поэтому я решила начать снимать видео. Вот, может быть, подействует, надеюсь. Вот, но я и медитировала, и что-то как-то, знаете, поняла, что меня не отпускают всякие мысли о том, что я буду вязать, о планах на день. И, короче, я решила, что встану. И мне кажется, что пока я буду ждать свой сон, я хотя бы поснимаю видео всяко польза. Вот. Потому что, ну, так лучше, потому что если я буду ворочаться, я засну под утро, полдня просплю. Я, конечно, могу это себе позволить, но мне это тоже не совсем нравится, потому что, ну, знаете как, даже когда работаешь на себя, живешь в свое удовольствие, в любом случае, лично для меня режим, он важен, потому что, ну, тогда я больше успеваю. Мне это нравится. Поэтому надо как-то налаживать режим. К тому же сейчас предстоит и снимать побольше, потому что я обещала и лайв-влоги, месяц влогов обещала, потому что такое любят на моем канале, и не только на моем. И другие влоги, новые разделы появились, и к тому же, ну, если состоится, вообще, чтобы состоялась поездка в Питер, то, конечно, я должна еще и поснимать наперед видео, чтобы пока я отдыхала, канал не простаивал. Вот. Поэтому меня сейчас не устраивает такое положение вещей, но и мои такие далеко идущие планы, они тоже не очень будут терпеть вот этого вот, что я там сплю полдня. К тому же, вы знаете, я хоть и ночной житель, но все равно стараюсь вставать пораньше, там в 6 утра, чтобы побольше успевать. И главное, что я вот продуктивна как раз в темное время суток. И, ну да, вот сейчас темное время суток, но, знаете, на внешность, на все влияет сон. Ну, тут много факторов, по которым я хочу соблюдать режим. Вот. К тому же сейчас я возобновила уроки уже по скайпу португальского. Я раньше занималась на сайте Бузу, но не знаю, то ли у меня не хватает мотивации, то ли еще чего-то. Не все меня там устраивает, поэтому я не стала больше проплачивать годовой курс. Раньше я там несколько лет подряд его проплачивала, даже там один сертификат получила, но он такой, как бы, знаете, если получать, то сертификат, который реально будет прям везде котироваться. Вот. Ну, для этого надо и заниматься много, потому что я там смотрю видео, смотрю фильмы, я это все понимаю, но вот именно разговорной практики у меня нет, и сейчас просто даже
не чисто с преподавателем, а с носителем языка. Мы так общаемся. Вот. И как-то, ну, там с одной девушкой и еще с парнем с одним, тоже с этого сайта, периодически по скайпу, потому что им интересно русский изучать, мне португальский, ну и как-то вот практикуемся. И как-то в очередной раз что-то у нас зашел разговор, что ну, раньше я довольно-таки вяло, знаете, планировала, что, может быть, когда-то перебраться в Бразилию. Потом вообще оставила эту идею. В какой-то момент у меня уже процентов, наверное, на 50 я так стала подумывать об этом. Но вся вот эта еще ерунда началась мировая. Вот. Сейчас у меня уже такой, знаете, зреет план. Ну, уже появились процентов на 75, наверное, даже точно мысли, что лет через 5, может быть, надо все-таки задумываться. Не сейчас точно, потому что когда вся вот эта ерунда уляжется, она, конечно же, уляжется, и тогда уже можно будет спокойно подумать. Вот. А пока можно учить хорошенько язык, доводить его до должного уровня. Там уже ближе к делу и сертификат получать, потому что он стоит, естественно, немало. Ну, короче, как-то обо всем этом думать основательно. Вот. За это время можно решить, куда бы я хотела, потому что по моему расслабленному образу жизни это, конечно, Рио, но в Рио очень непунктуальные люди, к сожалению, без обид. Ну, там, например, опоздать на 2 часа, это считается нормой. Вот, а я, когда, допустим, работаю, в плане работы, я мегапунктуальный человек, я ненавижу опоздание, и там будет очень с этим проблематично. Вот. А в Сан-Паулу, наоборот, там как бы в Рио все это на релакс, на отдых, на красивую фигуру, на спорт заточено, и люди, конечно, расслаблены. Вот. А, например, в Сан-Паулу, насколько я знаю, наоборот, то есть люди более пунктуальны, все дела, но мне как бы этот город в этом бы плане подходил, но во всем остальном он мне абсолютно не нравится. Я бы не хотела в Сан-Паулу жить. Мне бы хотелось все-таки что-то такое нейтральное найти, ну, где я могла бы свой релакс совмещать все-таки с работой, чтобы была какая-то пунктуальность. Но это вот тоже как-нибудь мы там и я подумаю, и обсудим, поспрашиваю. Вот. Лет 5 мне на это точно хватит, я думаю, на то, чтобы выяснить, где бы я хотела все же жить. Ну, чтобы можно было и работать, и меня бы не очень устроило, чтобы кто-то опаздывал на 2 часа, не приходил вовсе и тому подобное. Вот. Ну, не знаю, в принципе, вот именно по восприятию мне бы, может быть, понравилось бы еще Форталеза, например, но все это надо как-то вот будет думать. Так, я немножко прервалась, доделала вот это, и вот серым здесь прошлась. Вот. Ну, а возвращаясь там в Бразилии, то, ну, мне, в принципе-то и здесь живется вполне себе комфортно, но то, чем я занимаюсь, я даже занятия танцами могу преподавать вполне удаленно.
без каких-то проблем. Ну, видео снимать, красить, вязать, тому подобное. Более того, например, та же самая пряжа, если здесь у нас, я не знаю, даже вот в тот же Леонардо заходишь или еще куда-то, вроде выбор огромный, а действительно красивой по-настоящему пряжи не так-то много. Вот. А там, пожалуйста, шикарная пряжа, вяжи сколько хочешь. Например, кофе. Я обожаю кофе, обожаю только хороший кофе. И у нас с этим напряженка. Более-менее, что можно здесь, вот что я пью, да, это черная карта, и то один только вид. Только один, и я всегда с ужасом думаю, а что будет, если, да, как бы пропадет этот кофе именно вот. А там заходишь в любой магазин, и полки забиты моим любимым кофе. Именно вот любимым. Не черная карта, понятное дело. Вот. Как минимум это уже веселей получается. Вот. Видосы снимать, так у меня много всякой тематики, будет еще больше. А если я буду там жить, то получается, что у меня еще больше будет тем и поводов снимать, например, да. Ну, то есть как бы, я думаю, жизнь будет не менее комфортной. Правда, я жару не переношу, но я думаю, что в жарких странах, во-первых, там тоже везде разные климаты, и в жарких странах все-таки жара переносится полегче, чем когда у нас, например, та же 30-ка, как мне кажется. Вот. И потом, ну а в плане людей, ну, я как бы живу здесь одна, и меня это не сильно заботит. Ну и там жила бы одна, наверное, и еще прикольней. Я так думаю. Ну вот разве что собака, но опять же, дай бог ушастику долгих лет жизни, но он уже не молодой пес, и, к сожалению, зверюшки живут не так долго, как люди, да. Увы. Потому что в плане людей, ну, не знаю, скажем так, в плане там личной жизни у меня настолько все неопределенно, что даже если я уеду, не думаю, что это будет сильно заметно, что мое отсутствие заметит. Мне так кажется. Нет, ну мне, конечно, хотелось бы ошибаться, но я очень сомневаюсь, что я тут ошибаюсь в этом вопросе. Вот. Так, сейчас я возьму Magic. Поэтому, наверное, как минимум стоит подумать. Даже если я передумаю, даже если у меня здесь все прям так наладится, настолько, что я не захочу уезжать, прям будет еще лучше, чем сейчас. И даже если я кому-то буду так сильно здесь необходима, то мои знания, хорошие знания португальского, они в любом случае не будут лишними, да. Но в целом нужно иметь, да, какие-то такие вот планы. И стоит об этом задуматься. Вот, наверное, столько мыслей у меня в голове, и видео, и вот это, что, да, заснуть сложно. Ну,
А португальский, да, я очень люблю. Это, конечно, прекрасный язык. Я обожаю смотреть на ютубе португалоговорящих блогеров. Мне очень интересно. И вот по вязанию тоже их в основном смотрю, потому что, ну, они такие вещи делают классные. Ну что, грибочек потихоньку получается. Сейчас я возьму Color Soft, вот этот вот лаванды, серо-лавандовый. Я люблю грибы немножко вот дорабатывать этим цветом. То есть серый, серо-лавандовый прекрасно сочетается. И так вот, если в меру добавить, очень здорово. Я буквально так немножко везде, но не сильно. Я даже не надавливаю. Кстати, вот да, белый карандаш, я рассказывала, что Color Soft мне белый нравится больше, потому что Drawing я два варианта, видимо, старый, новый, попробовала, ну, потому что они отличались, и пробовала в разных магазинах неоднократно, и, короче, не нравится. А белый Drawing вообще никакой, Color Soft гораздо лучше. Но это на мой вкус, а так у белого дроуинга есть и поклонники. Тут уж кому что. Я начала красить колокольчик, взяла тоже Color Soft, 330 Blue и Deep Fuchsia 140. Можно было подобрать любые другие карандаши, вообще просто потемнее, посветлей. А мне захотелось вот такие вот цвета, они тоже как бы по факту дадут нужное сочетание. Ну, мне как-то вот сегодня так захотелось. Немножко изменила ракурс. Так, надеюсь, будет нормально видно. Ну, я что-то последнее время вот пользовалась карандашами Braubер Card, которые мне Оксана подарила. До этого я что-то подсела на брутфунеры. Ну вот, кстати, если сравнивать брутфунеры и Брауберг, мне Брауберг даже больше понравились по качеству. Хотя брутфунеры, вот у меня квадратные, они неплохие. Вернее, я бы даже сказала, они очень хорошие. Но Брауберг гораздо приятнее. Ну, а вот эти все я что-то не задействовала. Вообще надо бы вернуться к фикс-прайсовским карандашам. Хотя я их периодически использую, но надо их как-то почаще юзать. А потому что тоже очень хорошие. У меня просто в запасе несколько наборов. Надо вообще разобраться, как бы здесь. Ну вот я в ближайшее время буду разбираться. Надо в моей коробочке, вот, которая здесь рядом лежит, из Икеи, где самые основные карандаши, ручки, чтобы можно было там взять на кухню, там, на балкон, в какую-то, в другую комнату, например, да, и ни зачем лишний раз не бегать. Вот. Но кое-какие карандаши лежат там мертвым грузом, поэтому их нужно убрать, а достать как раз-таки вот фиксовские, те, что позаканчивались. Ну, в общем-то, что мне нравится, как получается. Вполне неплохой колокольчик.
Ну, в общем, для зелени тоже взяла, раз уж такое дело, колорсофты. Так, ну и что я буду использовать? Наверное, сначала посветлей, стандартненько. Вот. Хотелось бы, может быть, в этом месяце побольше здесь пораскрашивать. Ну, не знаю. Посмотрим. Может, в этом месяце будет и мало иллюстраций, кто знает. Может быть, вообще ограничусь 30 раскрасками или 30 иллюстрациями. Так, ну и, наверное, может быть, самый темный взять. Потом где-то белым пройтись, может быть, снова светло-зеленым. Не хотелось бы уж их прям затачивать. Так. И не, все-таки мне кажется, что белый самую-самую малость здесь будет необходим. Вот. Где-нибудь на кончиках. Он вообще здесь отличный. Ну, в общем, примерно как-то так вот будет. В целом, как получается, меня устраивает. Вот. И я вообще очень люблю такие вот иллюстрации, как вы знаете, сюжетные, уютные. Поэтому буду прям с удовольствием раскрашивать. Кстати, сна у меня вообще ни в одном глазу нет. Просто фантастика. Ну, ладно, значит, буду раскрашивать. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. До скорой встречи. Всем пока-пока.